Данные везде. Они появляются, когда вы делаете покупки в супермаркете, когда вы едете на работу, когда вы летите в отпуск, когда вы бежите, спите, едите и даже прямо сейчас, когда вы смотрите этот фильм. Данные — это наша жизнь, а наука о них — это то, что нашу жизнь определяет. Этот фильм не про то, как инженеры данных делают нашу жизнь лучше. Этот фильм не про то, как инженеры данных делают нашу жизнь хуже. Этот фильм не про то, как корпорации и правительства собирают информацию о простых людях. Этот фильм не про то, как компании продают данные о своих клиентах рекламодателям. Он про то, как в нашем настоящем увидеть будущее и стать его частью. Однажды в супермаркет под американским городом Миннеаполис ворвался разъяренный мужчина. В руках у него были рекламные листовки, которые американские ритейлеры часто рассылают своим покупателям. «Моя дочь получила по почте это!» — кричал он, размахивая купонами. «Она еще и школу не закончила. Вы что, подталкиваете ее к беременности?» Листовки действительно были адресованы дочери мужчины, и на них действительно была реклама одежды для молодых мам, фотографии улыбающихся младенцев и скидки на детскую мебель. Менеджер магазина извинился и через несколько дней перезвонил мужчине, чтобы извиниться вновь. Однако по телефону отец звучал уже не так грозно, скорее смущенно. «Я поговорил со своей дочерью. Оказалось, у меня дома происходило что-то, о чем я не знал. Она должна родить в августе. Мои извинения». Как же так вышло, что американская сеть универмагов узнала о том, что ее покупательница беременна, возможно, даже раньше, чем она сама? Информация в чеке, она вообще очень о многом говорит. Простой пример. Если человек пришел в магазин и взял на кассе стаканчик, запаянный с водкой, то это один человек. А если он пришел и купил памперсы и протеиновые батончики, то это другой человек в плане его сегмента. То есть, наверное, первому не очень стоит предлагать ЗОЖ-продукты, а второму стоит. Это вот такой условный пример. Ко времени случая с беременной девочкой сеть Target уже несколько десятилетий собирала информацию о своих покупателях. У каждого был свой ID, пол, возраст и все те данные, которые тот когда-либо оставил в магазине. Были и те женщины, которые рассказали о своей беременности в открытых опросниках. Аналитики посмотрели на их предыдущие покупки и выделили из них 25 самых важных. Каждому они присвоили свой показатель беременности. Выяснилось вот что. Если молодая девушка внезапно начинала покупать одновременно много мыла без запаха, большие запасы ватных шариков, упаковки полотенец и санитайзеры для рук, то почти всегда это говорило о том, что ей скоро рожать. Беременные женщины, они имеют тенденцию становиться женщинами с детьми. Очень сильная корреляция. А это одна из основных фокусных аудиторий любого ритейлера. Соответственно, если на них затаргетироваться сейчас и подсадить их на крючок, то потом это мама с ребенком, а там, скорее всего, еще есть и папа, а потом может последовать и еще ребенок. Они будут твоими клиентами долгие годы, и поэтому таргет в них целится. Мы сейчас стоим на так называемой площади Тверской заставы. Для многих жителей она более знакома как площадь Белорусского вокзала. Огромное количество транспорта пересекает этот узел каждый день. Люди, кто через него ездит, знают исторически, что это место стоит всегда. Но что, если начать анализировать все транспортные потоки, стекающиеся на площадь, и в режиме онлайн адаптировать под них режим работы светофоров, которых тут, на минуточку, десятки? Звучит отлично. Но вот вопрос, что именно для этого нужно анализировать? Откуда брать данные? Вот эти вот царапины на асфальте – это есть петлевой детектор транспорта. Под асфальт на глубине от 13 до 18 сантиметров закопана специальная петля, которая реагирует на металл на поверхности. Количество металла, по нему распознается, что это легковой автомобиль, либо грузовой автобус, и он дает команду каждому объекту либо включаться, либо не включаться. Они расположены на каждом перекрестке за определенное количество метров, то есть есть прямо перед стоп-линией, есть вот посередине и есть заблаговременно до, для того, чтобы
контроллер светофора управления понимал то, что сейчас вот отсюда подходит транспорт. И он дальше начинает принимать решение, как ему себя вести. Система, которую в столичном центре организации дорожного движения назвали «умный перекресток», отдает приоритет городскому транспорту, гармонизируя его с личным. Сейчас здесь поменяли логику всей работы светофоров, они интеллектуальные, они сами выбирают нужную фазу, рассчитывают необходимое количество времени для каждого проезда и работают на то, чтобы транспорт двигался лучше. Данный объект работает самостоятельно в адаптивном режиме, он не управляется из центра, он сам принимает решения. Но все равно вся информация стекается в наш центр. Мы знаем, как едет каждая машина в городе, как идут пешеходы, как двигаются поезда, как трамваи передвигаются. То есть мы знаем всю ситуацию сейчас, и на базе этого можем спрогнозировать модель, где сейчас возникнет пробка, как нужно перестроить работу светофоров. Данные об интенсивности уличного движения городу поставляют не только датчики в асфальте, но и десятки тысяч других устройств, включая дорожные камеры, модули ГЛОНАСС GPS на городском транспорте и стационарные детекторы на мачтах освещения. Общий объем хранимой обрабатываемой у нас информации чуть больше 25 петабайт. Это сравнимо 3000 лет непрерывного прослушивания музыки в формате CD. Какая-то информация хранится в пределе 5 дней, например, это система видеонаблюдения. Какая-то информация систем фото-видеофиксации хранится по несколько лет. Везде разная глубина хранения. В целом у нас ежедневно на наши сервера поступает 3-4 сотни тысяч различных данных, таких неагрегированных, сырых, с разных источников. Такого объема информации о том, что происходит на городских улицах, нет ни у одного оператора связи или IT-компании. И все это богатство позволяет строить крайне увлекательные планы на будущее. Я верю в то, что у нас в городе появится полноценный беспилотный транспорт. Как будет двигаться беспилотный транспорт? Есть технология, по которой пошла, например, компания Яндекс. У них очень интересный проект, очень успешный. Я был у них даже на производстве. Действительно, прям круто делают, по-другому сказать не могу. Но они ориентированы сами на себя. То есть машинка выезжает по принципу, как военный летчик-истребитель. Меня все вокруг хотят сбить, я сама за себя. Обвешалась камерами, датчиками со всех сторон, и она едет, ориентируясь только на себя. Вторая теория – это все-таки то, что город тоже должен взаимодействовать, инфраструктура должна взаимодействовать, машины между собой должны взаимодействовать. И есть некий уже наработанный перспективный протокол взаимодействия. Мы сейчас с компаниями-производителями отрабатываем именно его. Мы начинаем учить транспортные средства взаимодействовать с нашей инфраструктурой. Есть аварийные ситуации. Едет, какое-то транспортное средство. Датчики понимают, что у него что-то случилось с тормозами. Оно не может остановиться. Информация о нем начинает разлетаться во всю окрестность. Эта окрестность начинает передавать другим машинам, то что, ребят, здесь едет машина, которая сейчас не остановится на красном сигнале светофора. Хоть вы едете на зеленый, вы правы, все. Но он не остановится, вылетит. Нужно срочно тормозить, нужно что-то делать, пропускать. То есть мы идем к этому сейчас активно, и у нас там даже есть определенные успехи. Поначалу, когда мы все это сделали, даже водители автобусов, не понимая, что происходит, у них есть тактовое расписание, они привыкли, например, что они в таком-то режиме, они начали его обгонять. То есть Мосгортрансу сейчас приходится менять тактовое расписание автобусов, потому что количество выпускаемого транспорта намного больше, и они стали лучше ехать. Я бы ориентировался, что здесь будет около 26-27% улучшения дорожной ситуации, то есть именно по скорости пересечения площади. В конце 2018 года в эфире российских телеканалов появилась вот эта реклама. Тряси, тряси смартфон, приготовил мегафон, персональные подарки, ты тряси, тряси смартфон. Кампания явно удалась. Эту песню запели школьники, слегка меняя слова, а их родители вспомнили варианты текста, положенные на тот же мотив еще в их детстве. Но самое главное, абоненты Мегафона и вправду начали еженедельно заходить в свой личный кабинет и трясти смартфоны ради получения подарков. Казалось бы, эффект достигнут. Узнаваемость бренда стала еще больше, вовлеченность клиентов в продукты компании выросла. Но все не так просто. Самое интересное только начиналось. Начиналась магия больших данных. Изначально фишка основная этой акции заключалась в том, что в разделе «Для меня» предлагаются те продукты и те услуги, которые абоненты не могут подключить сами. То есть они не могут их найти в других каналах. И это был единственный источник получить более выгодные, более интересные предложения, чем в других каналах. Мы
мы придумали эту акцию, чтобы дать людям выбрать то, что им действительно нужно, те продукты и те услуги, которые им действительно нужны. Соответственно, исходя из этого, перед Data Science стояла задача построить такие алгоритмы, которые позволяли бы для любого из нашей миллионной аудитории, из нашей миллионной абонентской базы подбирать релевантный продукт в моменте. Изначально индивидуальные подарки были 3 типов. Бонусы к тарифу, например, дополнительные минуты или гигабайты, бонусы за пополнение счета, а также пробные подписки на Мегафон ТВ, Мегафон Музыку и прочие, в том числе партнерские сервисы. С каждой неделей, в зависимости от того, принимал абонент новое предложение или отклонял, таргетирование постепенно сужалось. Если абонент нажимал «неинтересно», на следующую неделю он получал уже другой подарок, либо тот же самый, но с более щедрыми условиями. Относительно недавно произошел курьезный случай, когда одному из наших руководителей, это мужчина, ему было подобрано предложение на журнал «Гламур». Естественно, оно для него не актуально. Мы начали копать, начали смотреть, почему наши алгоритмы подобрали именно такое предложение. Выяснили, что если у человека есть интерес к моде, как правило, он с большей вероятностью берет подобные предложения. Но мы не учли, что мужчинам, скорее всего, этот оффер был бы не актуален. Клиентам Мегафона акция понравилась. Доля абонентов, которые принимали выпадающие им в личном кабинете индивидуальные предложения, неуклонно росла. Количество отказов, наоборот, сокращалось. А это значит, что алгоритм с каждым разом все успешнее персонифицировал подарки. Для нашего бизнеса и для наших абонентов эта акция дала значимый прирост посещаемости мобильного приложения и, в частности, его раздела «Для меня». Если с начала года у нас не было такого количества моделей, такого количества данных, да, то сейчас мы вот эту накопленную экспертизу можем применить и в других каналах, и в других продуктах, что сейчас, собственно, и делаем для приоритетных для Мегафона проектов. Что же такое наука о данных? И наука ли это вообще? Data Science — это некий набор дисциплин, связанных между собой, который посвящен, очевидно, работе с данными. Всегда, когда мы говорим о какой-то работе с данными, о выводах на основе данных, о презентации этих данных в какой-то красивой форме, это все Data Science. Сюда может входить машинное обучение, статистика, теория вероятности, вполне себе разработка алгоритмов и структуры данных тоже сюда входит, потому что, чтобы работать с данными, нужно уметь, скорее всего, писать какой-то код. В 1962 году американский математик Джон Тьюки в своей работе «Будущее. Анализа данных» выделил анализ данных в отдельное направление статистики и связал его с развитием компьютера. Публикацию этой работы принято считать началом истории Data Science. Если вообще посмотреть на статьи, которые по Data Science и Machine Learning написаны, то очевидное впечатление, что это писали какие-то безумные математики долгое время в стол, а потом оказалось, что это можно применять на практике, и вот они все радостные, а пишутся еще не для людей. Много из инструментария, которые мы используем, ему больше 100 лет или даже 200 лет. В 1744 году 2 шотландских священника, Александр Вебстер и Роберт Уоллес, задумали создать страховой фонд для вдов и сирот священников. Замысел был прост. Каждый год служители церкви отдают в него часть своего дохода. Средства вкладываются в ценные бумаги, а после смерти священника его вдове и детям до конца жизни выплачиваются дивиденды. Проблема была в одном – в том, чтобы научиться предвидеть будущее. Нужно было посчитать, какую сумму священники должны отдавать фонду ежегодно. А для этого нужно было знать, сколько из них каждый год будет умирать, сколько останется вдов и насколько они переживут своих мужей. На помощь пришел профессор математики Эдинбургского университета Колин Маклорин. Он вооружился законом больших чисел Якоба Бернулли и страховыми таблицами Эдмунда Галлея. В них на основе данных нескольких тысяч человек была посчитана вероятность смерти в зависимости от возраста. Выяснилось, что из 930 шотландских священников каждый год умирает в среднем 27. Из них 18 оставляют вдов. Посчитав, сколько вдовы доживают после смерти священника, троица пришла к выводу. Для исправной работы фонда необходимо, чтобы каждый служитель церкви ежегодно вносил туда 2 фунта, 12 шиллингов и 2 пенса. По их прогнозам, через 20 лет фонд должен был накопить капитал в 58 348 фунтов. В своем прогнозе они ошиблись лишь на 1 фунт. Под именем «Шотландские вдовы» фонд, запущенный ими, работает и сегодня, а их модель стала прототипом для всего современного страхования.
У вас точно есть друг, который присылает аудиосообщение в самый неподходящий момент. Когда ты едешь в метро, когда ты сидишь на важном совещании, когда ты пишешь только не голосовое сообщение. Современный мир разделен на два непримиримых воинствующих лагеря. На тех, кто сознательно, активно и с удовольствием пользуется голосовыми сообщениями, и на тех, кто искренне считает голосовые сообщения глубоким и безвозвратным моральным падением. Первые, не стесняясь, записывают на микрофон длинные полотна посланий. Вторые репостят многочисленные мемы про первых. Здесь, в доме Зингера, штаб-квартире ВКонтакте в Санкт-Петербурге, придумали, как методами Data Science эти два лагеря помирить. ВКонтакте — одна из самых посещаемых в России социальных сетей. Каждый день в ней отправляют 15 миллиардов сообщений всех видов. При этом треть пользователей постоянно записывают голосовые сообщения, как будто не думая о том, какие неудобства они могут доставить своему адресату. Наша команда, на самом деле, по большей части состояла из людей, которые тоже не очень любили голосовые сообщения. Поэтому мы в особенной степени думали о том, как помочь тем людям, которых они раздражают. У нас родилась настолько же безумно, насколько и простая идея, сделать так, чтобы эти голосовые сообщения можно было прочитать просто. Взять и увидеть текст того, что там было сказано. Это очень сложный алгоритм, но понять эти алгоритмы — это только часть дела, причем не самое трудное. То, как общаются люди в голосовых сообщениях, это реальное живое общение. Они могут общаться как угодно. Соответственно, вылезает сленг, там вылезают маты, что угодно. Там вылезают новые слова, которые многие могут даже не знать, которые появляются там каждый год. И при этом, опять же, они не стараются говорить четко или понятно. Они могут идти по улице, на улице может быть шумно. Они могут писать голосовые сообщения дома, где кричат дети и так далее. Это, конечно, тоже добавляет сложности определенной для того, чтобы модель работала хорошо. Но главное препятствие на пути алгоритма — не шумная улица, не быстрый говор и даже не маска от вируса. Главное препятствие — кринжовый краш. У нас некоторые разработчики, которые старше меня, у них произошли определенные профдеформации работы с реальным языком и сленгом, которые могут говорить люди. Поэтому мы специально даже тестили на своих голосах какие-то такие эзотерические немного кейсы со словами в духе «кринжовый краш». Оно само по себе, конечно, не несет никакого смысла, но понимаю, что это вроде слова, которые появились недавно, и мы должны хорошо их отработать. И наша модель, соответственно, мы специально тестировали на таких кейсах, мы проверяем, что да, действительно наша модель держит их и работает с ними. На решение всех этих проблем команда исследований ВКонтакте мобилизовала армию из тестировщиков, VK-тестерс. Это 80 тысяч человек. Каждому из них предстояло надиктовать до 1000 аудиосообщений на основе постов и комментариев в различных пабликах. Так обучали модель. Мы порой им говорили какой-то определенный текст, который нужно произнести, либо они произнесли какой-то свой текст. Мы специально просили их записывать эти сообщения в различных хитрых условиях, опять же, чтобы было шумно, может быть, произносить что-то невнятное и так далее. Мы при этом просили тестировщиков иногда, может быть, засмеяться, опять же, чтобы, если что-то кто-то шепелявил или картавил или так далее, чтобы все это учитывать, чтобы модель была готова точно так же, как наравне с разными шумами, обрабатывать и сленг, и акценты и так далее. Распознавание аудиосообщений ВКонтакте — это 3 разных нейросети. Первая переводит звук в символы, вторая составляет из символов слова, которые есть в языке, а третья расставляет знаки препинания. Сейчас можно расшифровать сообщение до 2 минут, и разработчики будут увеличивать этот лимит. Удалось ли ВКонтакте остановить священную войну любителей и ненавистников аудиосообщений? Пока не ясно. Но очевидно, что в лагере активных пользователей этих сообщений прибыло. Вообще можно было бы допустить, что, как любая новая фича, которая появляется, она на момент своего релиза пользуется какой-то популярностью, потому что люди начинают ее пробовать, а потом они забивают, потому что зачем она нужна. В голосовых сообщениях такого не произошло. С тех пор, как мы зарелизили голосовые сообщения, расшифровку голосовых сообщений, аудитория самих голосовых сообщений увеличилась на 10%, и теперь 33 миллиона пользователей в месяц отправляют эти сообщения, и среди них люди в среднем по 8 голосовых сообщений в день расшифровывают, смотрят, что там было сказано текстом.
свое время, когда Розенблат начал активно экспериментировать с персептронами и постройкой первых нейронных сетей, и даже, если я правильно помню, применяли нейронные сети для того, чтобы правильно детектировать наличие или отсутствие танков на фотографии, заявлялось, что сейчас мы сможем сделать с помощью искусственных нейронных сетей все, что только угодно, нам даже не снилось, что мы можем достичь. И оказалось, что возможности этих алгоритмов не настолько широки, как о них заявлялось, и со временем в них разочаровались. Это можно назвать первой зимой искусственного интеллекта. И это было где-то в 60-х годах. В 80-х годах произошел новый подъем, потом опять разочарование. Прилив энтузиазма, вызванный распространением кассовых сканеров 80-х, закончился всеобщим разочарованием. Многие компании были слишком обескуражены огромным количеством данных, чтобы выудить из них что-то полезное. Тем не менее, многие компании уверены, что у них нет другого выбора, кроме как продолжать эксперименты с данными. Так писал журнал Business Week еще в 1994 году. По-настоящему о науке о данных заговорили 10 лет назад. Прорыв произошел еще в 2012 году, когда на конкурсе ImageNet, а это конкурс по классификации картинок, там много картинок, миллионы и много классов, 1000. И этот конкурс решали различными алгоритмами. И, собственно, метрика и качество там было топ-5 точность. Что значит топ-5 точность? Алгоритм должен выдавать на каждую картинку 1000 предсказаний. На самый верх самый вероятный класс, потом 2, 3, 4, 5 и так далее. Почему топ-5? Потому что на картинке может быть изображен поезд и человек. Алгоритм может сказать, что это поезд, правильный ответ может быть, что это человек, или правильный ответ может быть, что это поезд, алгоритм скажет, что это человек. Поэтому топ-5 смотрят. И качество топ-5 было примерно 55%. Что это означает? Это означает, что в 55 случаях из 100 среди 5 верхних ответов, выданных алгоритмом, находился правильный. Пришел какой-то человек, Илья Суцкевер, если не ошибаюсь, аспирант Джеффри Хинтона, собственно, Джеффри Хинтон, и они достигли качества в 70 с копейками %. Считался прорывом увеличение качества с 55 до 55,5. А тут люди пришли и сделали 70-75. Но это примерно сравнить, как если олимпийский чемпион сейчас пробегает 100 метров за сколько? За 9 секунд? Или за 9,5 секунд, я не знаю, или за 8,90. А тут пришел кто-то и пробежал за 4. Консалтинговая компания Gartner каждый год публикует так называемую кривую хайпа. На этой кривой показывается жизнь разных технологий в общественном сознании. Как технология появляется, как достигает пика хайпа вокруг себя, когда ожидания от нее максимальные, как она начинает спуск в свою долину смерти по мере затухания общественных восторгов и, наконец, как она затем выходит на производственную мощность. Или исчезает вовсе, как тупиковая. Технология больших данных, подраздел которой, собственно, наука о данных, появляется на этой кривой в 2011 году. Почти в тот же самый год, что история с Таргет и беременной девочкой. И через 2 года все только и говорят, что о больших, по-настоящему больших данных. И о тех, кто с этими данными может работать. Data Science начал приносить деньги. А про деньги люди вообще очень любят говорить. Деньги любят многие. И действительно у нас совпал такой момент, что у нас есть, с одной стороны, и технологии, и алгоритмы, и данные, на которых мы можем это использовать, и место, где это можно применять. То есть совпали все вектора в одной точке. Сегодня нанимать специалистов по статистике – это как гонка вооружений. Математики внезапно стали секси. Так об этом говорил бывший главный научный сотрудник Амазона Андреас Вейгент. После 2011 года спрос на специалистов по данным начинает расти взрывными темпами. В США новички в зарплате чуть не дотягивают до $100 тысяч в год. Специалисты среднего звена гарантированно получают больше. И у тех, и у других оклад выше, чем у обыкновенных аналитиков, на 20-30%. Деловые издания один за другим печатают статьи о небывалых чудесах в новой отрасли и о новых героях, способных принести бизнесу сумасшедшую прибыль. Появляется даже рэп, написанный от лица дата-сайентиста. People don't dig data. Boring's the sentiment, crapped out by technology, electronic excrement. But my theory is the data is experience, serious, and deep inside the data is the key. Это амстердамский аэропорт Схипхол, главный хаб авиакомпании КЛМ.
В 2018 году она решила изучить, что можно улучшить в своей работе, чтобы и пассажиры, и сама авиакомпания меньше теряли от непредвиденных ситуаций. Авиационный бизнес вообще достаточно низкомаржинальный, то есть здесь речь идет о том, что чем ниже твои издержки, тем больше ты зарабатываешь. Структуру авиакомпаний, грубо говоря, можно разделить на 4 части. Это самолеты, управление самолетами, это экипаж, это пассажиры, и это поддержка, вот всякие дополнительные службы, которые вокруг, то есть это обеспечение, не знаю, продовольствием, постоянные ремонты и так далее и тому подобное. Задача ясна. Правильно соединить эти 4 элемента. Но это только звучит просто. Вдумайтесь. Каждый год в Схипхоле происходит 500 000 взлетов и посадок. За это же время через него проходит 70 миллионов пассажиров. Рейсы, экипажи, отмены, переносы, задержки, погода, трансфер, кейтеринг, багаж, регистрация. Если попытаться, скажем так, кодифицировать работу аэропорта либо авиакомпании и каждому решению, которое может быть принято, либо каждому элементу расписания назначить переменную, либо 0, либо единицу, делаем мы что-то, либо не делаем что-то, то в рамках авиакомпании таких вариантов, то есть назначений принятия различных решений будет огромное число, порядка 1050, 1060. Это, конечно, меньше, чем атомов во Вселенной, но все равно, скажем так, человеку обработать все эти возможные решения невозможно. Очевидно, нужны те, кто умеет работать с таким большим количеством данных. С помощью BCG Gamma авиакомпания KLM собрала команду из дата-сайентистов, которые разработали несколько крайне полезных инструментов. Часто происходят всякие неожиданные вещи. То есть, может быть, что-то в одном из аэропортов сломалось, может быть, ветер плохой, может быть, не знаю, еще что-то случилось, кто-то бастует, например, часто случается. В итоге из-за задержки первого рейса задержится 2, 3, 4, 5. Так вот, вам нужно сделать так, чтобы перед важными рейсами, а важные — это те, где много пассажиров обычно, у вас было достаточно много зазора, чтобы, если предыдущий рейс задержится, то следующий не задерживался. Для таких задач используют подраздел Data Science исследования операций. Это дисциплина, которая применяет, либо анализирует применение методов продвинутой аналитики для принятия оптимальных решений. Исследование операции, грубо говоря, можно разделить на 2 части. На задачи, которые можно решать быстро, и на задачи, которые мы не умеем, человечество в целом не умеет решать очень быстро. Те задачи, которые мы не умеем решать быстро, это комбинаторные задачи, когда вы перебираете различные варианты, когда у вас что-то есть целиковое, что вы не можете поделить на несколько частей. И задача расписания одна из таких. Самолет одновременно не может 30% одного рейса выполнять и 70% другого. Он либо один выполняет, либо другой. И вот такие задачи, они очень сложные. Труднее всего было собирать данные, ведь важно было не упустить ни единой детали. Любая мелочь могла повлечь непоправимую ошибку в расчетах. Режим работы был достаточно простой, всего по 12 часов. Мы живем в Москве, мы летали каждую неделю в Амстердам, практически каждую неделю в понедельник, вставали в 5-6 утра, ехали в аэропорт, приземлялись там, шли, работали, и в четверг летели уже назад домой. И с пятницы уже из Москвы работали. Через полгода был готов инструмент для оптимизации назначения самолетов на конкретные рейсы. И сегодня он успешно применяется компанией KLM. Кроме того, та же команда на основе данных о рабочем расписании летного персонала создала алгоритм оптимальной смены экипажей в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций. Итог работы команды. Количество пассажиров, которых коснулись большие задержки, уменьшилось на 1/4, а потери из-за отложенных рейсов для KLM уменьшились на 15%. Был один день, когда было достаточно много задержек, и, мне кажется, еще один из самолетов просто сломался. То есть он перестал, его невозможно было использовать. И надо было перераспределять рейсы по самолетам достаточно быстро, чтобы не отменять большое количество рейсов. В момент, когда сегодня происходит операция, есть специальный человек, который сидит и смотрит за тем, чтобы все рейсы вылетали вовремя. И этот человек, он думал, что делать, и хотел отменить 2 рейса, что очень дорого, просто безумно дорого. Но вот наш инструмент, который мы построили, один из инструментов, он помог задержать несколько рейсов так, чтобы все равно вылетели, да, с задержками, да, позже, да, компания KLM заплатила за задержки, но не было отмен, что намного хуже, потому что помимо того, что платите людям деньги, это не очень приятные последствия с точки зрения имиджа, это первое. Во-вторых, вы платите, скорее всего, больше денег,
потому что вам нужно человека туда доставить все равно, как-то купить билеты, найти ему места. То есть это было очевидно, что мы сэкономили вот на одном дне, в один момент, там достаточно большую сумму денег для компании. Вы увидели, как анализ больших массивов данных позволяет экономить время пассажирам и деньги тем, кто этих пассажиров перевозит. Вы увидели это своими глазами. Визуальная информация поступила в ваш мозг, он ее обработал, и вы сделали свой вывод из увиденного. Все то же самое умеет делать и компьютер, и уже довольно давно. Еще в конце 50-х годов 20 века в США проводились опыты по изучению реакции мозга кошек на увиденные ими образы. Но лишь с развитием интернета и накоплением огромных массивов оцифрованных изображений компьютерное зрение начали использовать массово и за пределами научных лабораторий. Если возьмем какую-нибудь картинку размером 1000 на 1000 пикселей, это, кстати, не очень большая картинка, то вообще компьютер ее в каком виде видит? Он ее видит в виде 3 матриц. Почему 3? Потому что есть red, красный, green, зеленый и blue, синий цвета. И, кроме того, каждый цвет, он имеет интенсивность от 0 до 255. Получается, что картинка, одна маленькая, представляет из себя что? 1000 на 1000 на 3, потому что 3 таких матрицы, на 255. То есть вообще 1000 на 1000 — это миллион, на 3 — это 3 миллиона, на 255 — это получается еще 775 миллионов возможных чисел. Это у нас только одна картинка. И поэтому задачи, связанные с компьютерным зрением, они решались очень тяжело, очень плохо. То есть могли как-то решать задачу с тем, чтобы определить, что за цифры показаны на картинке, ну и все. Начав с простых алгоритмов распознавания печатного текста и образов на фотографиях, к сегодняшнему дню компьютер-вижн стала неотъемлемой частью технологических цепочек на тысячах промышленных предприятий по всему миру. Например, в Череповце, на металлургическом предприятии компании «Северсталь», с помощью компьютерного зрения находят дефекты на листовом прокате. Трещины, задиры, царапины и потертости — это все разные типы брака, вызванные разными причинами, от износа оборудования до нарушения технологии при выплавке стали. Опытный технолог может и сам находить эти дефекты. Но вот проблема — технолог хоть и опытный, но человек. Представьте себе полосу металла шириной 2 метра и длиной более километра, проносящуюся мимо вас на скорости в пару десятков метров в секунду. Ни один человек, каким бы внимательным он ни был, не успеет заметить все, в отличие от обученного алгоритма, получающего изображение с 10 камер на прокатном стане 24 часа 7 дней в неделю без перерывов на обед и отдых. В результате внедрения этой технологии удалось существенно повысить точность обнаружения дефектов готовой продукции, а значит, клиенты компании получат более качественный металлопрокат. Вернемся к кривой хайпа Гартнер. В 2014-м Big Data стала скатываться с пика раздутых ожиданий. А в 2015 году она просто не появилась на этой кривой. Стало уже окончательно ясно. Описывать все, что научились делать с большими данными, одним термином больше нельзя. Когда-то загадочная Big Data распалась на множество вполне самостоятельных технологий. В России, да и много где в мире, складывается очень глубокое впечатление, что Data Science — это равно machine learning, машинному обучению. Суть машинного обучения заключается в том, что у нас есть некая программа, некий алгоритм и некий функционал его качества. Функционал его качества — это то, как мы оцениваем, насколько хорошо этот алгоритм решает конкретную задачу. Назовем это метрикой качества. Допустим, очень плохо решает это 0, вообще отвратительно, очень хорошо решает это единица. Ну, соответственно, 0 — 100%. И алгоритм машинного обучения — тот алгоритм, который с поступлением какого-то количества данных, у которых есть правильные ответы, этот алгоритм находит взаимосвязь и улучшает свой функционал, улучшает свое качество. Тот алгоритм, который мы называем нейронными сетями, это по факту много слоев примерно одинаковых алгоритмов, один последовательно другого. То есть у нас есть первый слой алгоритма, он принимает какие-то входные данные, он что-то выдает, это поступает на второй слой алгоритмов, они производят какие-то манипуляции, это подается на третий слой алгоритмов, и так далее, так далее, так далее, так далее. А почему произошел такой фурор? Потому что оказалось, что определенные слои нейронных сетей
позволяют решать те задачи, которые мы раньше не могли решать. Сегодня наука о данных — это сложная дисциплина, которая образуется на стыке 3 больших областей знания — бизнес-компетенции в определенном сегменте рынка, математики и компьютерных наук. У каждой из них есть свои смежные области. Например, у математики и компьютерных наук — машинное обучение. Но только полное пересечение всех 3 областей и есть то, что мы сегодня называем наукой о данных. В 2009 году в Брюсселе комиссар Евросоюза по потребительскому рынку Миглена Кунева произнесла ключевую фразу: «Данные — это новая нефть». С тех пор эта фраза разбежалась на множество цитат. Но верно и другое. Новая нефть, газ, руда — это данные. Это город Норильск и отдельный район этого города, который раньше считался также отдельным субъектом, отдельным городом, город Талнах. В начале весны температура ночью опускается здесь до минус 45, которые синоптики дополняют сухой фразой «ощущается как минус 60». Именно к такой погоде пришлось приспосабливаться Антону и Вадиму. Когда выходишь из самолета, то так озноб пробивает немного. Эти 2 мужчин прилетели сюда на обогатительную фабрику Норникеля из Москвы. Они не были металлургами, но в течение 3 недель им пришлось проводить в цехе по 12 часов в день, сменяя друг друга. Они обучали цифрового двойника для управления флотационными машинами. Первые 3 дня было очень хорошо, потом не очень хорошо. Я был в ночную смену в основном. В операторной стояло радио, крутили песню «Нилетто», «Любимка». Процесс обогащения металлов складывается из нескольких стадий. После того, как на руднике добыли руду, ее дробят, измельчают и превращают в пульпу — смесь измельченной в пыли руды и воды. Затем пульпу вспенивают, как газировку, в специальных емкостях, флотомашинах, а потом снимают пену с поверхности. Именно в ней и содержатся, например, никель и медь. Получившийся концентрат отправляют дальше на металлургический завод, где и производят товарный металл. Мы как раз делали цифровой двойник на головную флотомашину, которая стоит в самом начале, и, по сути, от нее зависит дальнейшее производство. Есть управляемые параметры, то есть с помощью которых мы можем перенастраивать процесс, направлять его в нужную сторону. Таких параметров, где-то порядка 15, если мы говорим про нашу систему. Как правило, это 3 группы параметров, то есть это уровни, реагентика и воздух. За настройкой этих параметров всегда следит оператор цеха. Он определяет, какие реагенты нужно добавить и сколько воздуха должно быть в бочке, смотрит за уровнем пены в машине. Но что, если методами машинного обучения создать алгоритм, цифровой двойник оператора, который будет самостоятельно регулировать вводные и выдавать стабильно высокое содержание металла в концентрате? Именно ради такой амбициозной задачи Антон и Вадим приехали из Москвы в Талнах на передел коллективной флотации. Работяги, они изначально достаточно скептически относятся к такого рода нововведениям. Они знают достаточно много, и у них есть соображение, что мы ничего нового им не принесем. Во-вторых, есть некий скепсис, опять же, по поводу того, что мы находимся в теплых офисах, они работают в поле, и поэтому на начальном этапе есть некое недоверие. Как бы то ни было, работа близилась к завершению. Спустя год после начала разработки и обучения алгоритма цифровой двойник мог уже на 80% выполнять работу самостоятельно. Его можно представить неким или некой тенью оператора, которая собирает данные, то есть, по сути, также смотрит на те же самые данные, на которые смотрит оператор, анализирует их и выдает рекомендации. Наша система прогнозирует, какие события могут произойти, поэтому некоторые действия принимает чуть заранее. Довольно скоро оттаяли и суровые северные металлурги. У нас была встреча по результатам уже работы. Потом просто между делом у одного из технологов спросили, как вам нравится? Он сказал, что мы же не ругаемся, это лучшая обратная связь.
И главное, после того, как цифровой двойник стал управлять флотационными машинами, извлечение металлов увеличилось на десятые доли процентов. В целом проценты, которые есть этого эффекта, они могут показаться небольшими, но в финансовом эквиваленте это значительная сумма для компании, потому что большие объемы производства и вот этот вот маленький процент, он приносит значительную пользу. Поэтому сейчас цифрового двойника готовят к внедрению на следующем участке, а Антон и Вадим вернулись в Москву. Не без приключений. И, как ни в чем не бывало, встали в 4 утра. Ну, спать хотелось, конечно. Вот, но расхотелось, как мы поняли, что едем в маршрутке с видимостью 2 метра. Явление называется черная пурга или черная метель. Есть у англичан такое определение для таких погодных условий. Но это, по сути, когда практически ничего не видно и очень сильный ветер. Мы очень хотели улететь, но не получилось. И не получилось еще 5 дней улететь. Ждали, пока распогодится. Большие данные улучшают движение транспорта на дорогах и в воздухе, делают добычу полезных ископаемых эффективнее, качество готовой продукции стабильнее, прибыли компаний выше, а их клиентов счастливее. И это только малая часть того, что позволяет добиться грамотный анализ больших данных. Но даже из этого ясно: наука о данных — это уже работающий мост в завтрашний день, даже если вы этого не замечаете. Но постойте. Можно ли быть настолько уверенным в прекрасном будущем, если корпорации будут знать про нас все, когда личная информация автоматически превращается в обезличенные данные? На мой взгляд, это некий социальный договор. Не хочешь, чтобы тебе показывали рекламу? Не заходи на платформу. Платформа, ты без нее не умрешь. Она делает твою жизнь удобнее, она делает твою жизнь приятнее, но она же должна на что-то существовать. Но вот вам другая проблема. Иногда получается так, что Data Science не меняет нашу жизнь к лучшему. И, пожалуй, самый близкий пример этого — алгоритм YouTube. Спросите себя, как вы попали на это видео? Целенаправленно ввели запрос, перешли по ссылке с другого ресурса, или же YouTube вам его рекомендовал? Если последнее, то считайте, вам повезло. Повезло, что вы наткнулись на наше видео, а не на ролик с доказательством того, что Земля плоская. 70% просмотров видео на YouTube появляются благодаря рекомендациям платформы. Проблема в том, что очень часто они содержат так называемый пограничный контент. Например, видео, доказывающие, что изменения климата нет, что Гитлер все еще жив, что нами управляют рептилоиды. Как вы смотрите, так вам и рекомендуют. Однако рекомендуют то, что лучше всего рекламируется. Если пользователь смотрит исторический сюжет про Древний Египет, то ему с высокой степенью вероятности прилетит в рекомендации передача про постройку пирамид инопланетянами. Это слова бывшего сотрудника Google Гийома Шадо. У YouTube там очень сложная система, потому что это тысячи, десятки тысяч признаков, это множество алгоритмов, и классические, и факторизационные машины, и нейронные сети, ну, то есть там очень-очень-очень много всего, и они, конечно, учатся под действия пользователей. Принципы сообщества YouTube не запрещают выкладывать видео с теориями заговоров или с псевдонаучной информацией. Тем не менее, платформа в последние годы пытается точечно предотвращать распространение конспирологических теорий. Для этого был увеличен штат модераторов и прописан отдельный алгоритм, который автоматически определяет видео с сомнительным содержанием по его описанию, комментариям и субтитрам. В целом, действия YouTube дали результат. Согласно исследованию университета Беркли, вероятность увидеть видео с сомнительным содержанием в последний год упала на 40%. Однако со спорным контентом сервис справляется не всегда. Процент заблокированных видео об инопланетном вмешательстве в жизнь людей ниже, чем у теорий заговора. Объясняется это просто. YouTube сделал выбор, против какого контента бросить большинство ресурсов, а какой оставить как есть. Получается, что это интересно, а почему некоторые передачи, не будем называть их, тоже смотрят миллионы десятилетиями в прайм-тайм на самых популярных каналах. И на одном, и на втором есть одинаковая передача, которая, ну, все мы понимаем, чистая желтуха. Но смотрят ведь люди. Но это то же самое. А вот интересно, что алгоритм YouTube предложит посмотреть лично вам после того, как вы досмотрите этот фильм до конца? Может быть, что-нибудь еще про Big Data, Machine Learning или даже Deep Machine Learning? Например, вот это. Сейчас у нас более 1000 исследовательских проектов
И на каждые 15 рублей, проинвестированных в развитие дата-сайенс команд, мы получаем более 100 рублей дополнительного дохода. Это фрагмент выступления Германа Грефа на конференции Artificial Intelligence Journey 2020, одном из крупнейших в мире мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных. На конференции подвели итоги любопытного соревнования. Дата-сайентисты из 43 государств должны были создать алгоритм для распознавания текстов, написанных рукой Петра I. Вообще Петр I писал плохо, то есть в плане почерка. Вот можете посмотреть, он писал, как не знаю, много кто сравнивает его почерк с почерком врача. Специалист, в принципе, посидев там пару ночей, может расшифровать. Но на самом деле так и получалось. Мы собирали датасет, то есть выборку, по которой компьютер обучали читать, и нам нужна была размеченная выборка, то есть переведенная. Специалисты из Санкт-Петербургского института истории, РАН, они сидели, размечали. Там получилось около 10 тысяч строк, но это порядка там книга, где-то 1000 страниц. И это заняло где-то 3 месяца. Понятно, не непрерывного труда, но в любом случае. А алгоритм, который получился у первого места у команды, он там схожий объем, то есть 700 страниц, расшифровывает за 20 минут всего. С качеством примерно сравнимым. Соревнование Digital Петр проводилось на базе нескольких технологий Data Science. Компьютерное зрение, обработка естественного языка и графы знаний, или, проще говоря, систематизированные собрания фактов. Задача была решена нетривиальная. Но зачем это нужно Сберу? Это называется R&D, то есть Research and Development, исследование, разработки. Сейчас, в общем-то, мировые лидеры в области исследований — это технологические гиганты, типа Google, Facebook, Apple. Каждая из них имеет исследовательские лаборатории, которые занимаются, копают какие-то новые, интересные, иногда фундаментальные темы, и они находят применение спустя несколько лет уже в самой компании. В общем-то, мы развиваемся по этому же пути. Внутри Сбера есть отдельное направление — Сбер AI. Оно занимается множеством проектов. Часть из них — это эксперименты, где, кажется, нет какой-либо коммерческой составляющей. Например, создание картин путем совмещения всемирно известных шедевров и уличных граффити. Скажем, японский мостик Клода Моне в стиле граффити из Лос-Анджелеса. Это Крик Эдварда Мунка, совмещенный с граффити из Италии. Гималаи Николая Рериха и граффити уже из Австралии. Это красиво. Хотя технологии нейронной передачи стиля знакомы нам уже много лет. Помните приложение «Призма»? Но что, если пойти дальше и связать изображения не друг с другом, а с текстом и музыкой? Сбер AI попробовали, и получилось вот что. Идея была такая, что есть песня, то есть тексты и звуковая дорожка, и хочется сделать какой-то визуальный ряд, осмысленный под эту штуку. Мы написали алгоритм, который основан на биг-гане. Ган — это генеративная нейросетка, можно так сказать, который по текстовой строке умеет подбирать картинку. И дальше эти картинки плавно друг к другу переходят. Такие проекты, их будет становиться больше. И мы сейчас ведем переговоры и про создание музыки, битов, может быть, даже клипов. И, в общем-то, наверное, первое — это интересно. Почему бы не позаниматься тем, что интересно? Второе — это двигает сами технологии вперед. Намного более приближенный к коммерческому применению проект в портфолио Сбер AI — распознавание еды с помощью компьютерного зрения. Алгоритм покажет вам не только состав и калорийность, но и рецепт приготовления блюда всего по одной его фотографии. Бизнесу эта технология может помочь сэкономить на кассовом обслуживании посетителей кафе. Алгоритм с точностью более 94% распознает еду на подносе и тут же формирует чек на оплату. Есть, правда, тяжелые случаи, которые искусственному интеллекту пока не по зубам. Например, борщ с мясом и борщ без мяса. Они внешне никак не отличаются. И алгоритм действительно путается не потому, что он не знает, как это... потому что он не способен отличить, а потому что просто блюда очень похожи. Там единственный выход — это объединять все в один класс и искать, например, борщ. Там 10 видов борща есть в столовой у нас.
И все борщи в один день никак не появляются. То есть один вид борща в один день. Там завтра будет другой вид борща, например, свекольник. И единственный выход — это объединять все в один класс, а потом искать то, что есть в меню. Есть в портфолио Сбер AI и более глобальные инициативы. Например, RU-GPT-3. Русскоязычная модель самой продвинутой по состоянию на начало 20-х годов 21 века нейросети GPT-3. Появление этого алгоритма обработки естественного языка вызвало настоящий фурор в научном мире. Он может писать статьи в газеты, сочинять стихи и прозу, выполнять переводы, создавать сайты, вести диалоги и много чего еще. Для этого ему будет достаточно только словесного описания задачи и пары примеров, чтобы понять контекст. До недавних пор все это было возможно только на английском языке. Но в Сбере решили исправить эту досадную оплошность и обучили нейросеть думать и говорить на русском. Мы работаем с такой большой моделью, единственная способность которой — это очень хорошо учить язык. Как дети в школе постепенно учат язык свой родной, делают сначала много ошибок, потом все меньше, 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 также и нейросети сейчас. И, собственно, сейчас мы находимся в таком моменте, что конкретный прототип, назовем его GPT-3, потом будет GPT-4, GPT-6, 11, там в 11 классе, наверное, да, можно сказать, что сейчас в 3, уже может писать такие очень хорошие связанные сочинения, может пародировать писателей российских, может написать простенькую программу и так далее. Очень хорошая память, очень хорошая способность к обучению. Русскоязычную модель уже вполне успешно применяют внутри экосистемы Сбера, например, в проекте Digital Manager. Тоже был недавно такой прецедент, что руководитель переслал письмо, где был на самом деле автоматический ответ, он его скопировал, чтобы было точно не видно, что это автоматически сгенерировано, и подумали люди, что это настоящий его ответ. Он был очень вежливый, и все обрадовались, да. Сегодня работать с нейросетями стало легче, чем когда-либо. Доступнее стали не только железо, но и софт. Растет популярность open-source продуктов. В 2020 году был запущен проект Russian Superglue — рейтинг русскоязычных моделей обработки естественного языка. Russian Superglue — это проект по оценке современного уровня развития нейросетей. Супер, потому что это уже вторая усложненная версия. Glue — это General Language Understanding Evaluation. Оценка понимания естественного языка. Russian Superglue делает это для русского языка. То есть наша цель — лучшее понимание машинами русского языка, адаптация новейших технологий для русского и развитие индустрии. Да, это действительно открытый проект, он полностью open-source, мы делаем открытые данные и их отдаем сообществу, но в данном случае Сберу и нам всем выгодно, чтобы было большое сообщество, действительно, чтобы это сообщество развивалось. И без открытых технологий оно не развивается. Все революции, которые двигали человечество вперед, были основаны на натуральных ресурсах. Сельскохозяйственная революция была невозможна без растений, животных, воды и солнца. Индустриальная революция была невозможна без угля и нефти. И вот мы на пороге третьей революции. И впервые она будет основана на ненатуральном ресурсе. Этот ресурс — информация. И это будущее. Мы вокруг себя мир формируем, уже в том числе с помощью алгоритмов. Алгоритм формирует мир вокруг нас. Что это как не революция?